I'm Patrick Lancaster, and right now we are in a secret Russian Army laboratory of the Russian Army 35th Brigade. And this laboratory is a place where the Russian Army takes recovered Ukrainian drones, supposedly whether they're kamikaze drones, reconnaissance drones, or other types of drones, and repurposes them, re-engineers them, and uses them against the Ukrainian forces in real battle. Now, we're going to be talking to the soldiers here on site who work on these Ukrainian drones and turn them back against Ukraine. And many of these drones were paid for by U.S. and Western taxpayers. And Russia is using this back against Ukraine. We're going to see what the process is, how it goes, and what effect it is having on the war. We right now are in an undisclosed location in the Ukraine-Russia war zone. Can't say exactly where we are, but we're here in the thick of it, not far from the front line, and we've got a lot more to come, so stick with us. Please like, share, subscribe, comment below what else you want to see, what maybe you think I'm doing wrong, and remember, get as much information from as many sources as possible, because not one journalist or one source has all the information, and if they say they do, they're lying. I'm just showing you the little piece of the pie that you're not going to get anywhere else. So remember, I'm totally independent, crowdfunded journalist, so support my work with the link on the screen or in the description. Remember, also go down to the pinned comment and subscribe to my Substack. So, we got a lot to come. Здравствуйте, мой позывной Малой, 35-я отдельная штурмовая лейская бригада. Где мы находимся сейчас? Мы сейчас находимся на территории военной операции. И что это, Даня? В данный момент на заднем плане стоят когда-то ранее трофейные дроны вооруженных сил Украины. Это мы делаем сами изобретаем, все спаиваем и отправляем к врагам обратно, для того, чтобы денацифицировать неонацистов. И сделать, да? Да, мы, получается, наше подразделение сбивали дроны, где-то падали, подбирали, все собирали запчасти и отправляем обратно к врагам. Но я верит в вас нисколько верен, как тут большой, там маленький. Какая разница, маленький и большой? Разница в начинке. Вся разница заключается в том, что каждый дрон используется под определенные задачи. Вот здесь вам представлены обычные пилидроны, которые могут использоваться как камикадзе. К ним приматывается ПГ-7С, это кумулятивный заряд, и работает по легкобронированной и технике вооруженных сил Украины. Также у нас, получается, пишут письма дети, нас все любят и надеются на то, что мы вернемся живые. Америке хотелось бы передать то, что мы вам не враги. Мы напомним, тот, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. И как у вас процесс работает здесь? Рабочий процесс, он состоит очень просто. Рабочая зона, это здесь везде производятся FPV-дроны. Также мы делаем системы радиоэлектронной борьбы, РЭП, для погашения беспилотников противника. Также предоставлю трофейный вампир. Это квадрокоптер мультироторного типа, только большой, который несет на себе очень много зарядов. Также вот это вот был совершенно недавно взят нашими войсками. И мы его сейчас изучаем и будем переделывать на нашу начинку и отправлять обратно к врагам. Это Баба... Баба-Яга. Ага. Почему они именно это Баба-Яга? Сказочное создание, которое летит в ступе и несет на себе очень много. Что это? Это учебный заряд ВОК-17, имитация, для того, чтобы наши парни учились сбрасывать их с квадрокоптеров DJI. Это украинский тоже? Не говори там DJI, потому что, ну вот, допустим, вот был DJI дрон. Вот смотри, вот это.
по итогу он переделан. То есть у него уже движки FPV-шные, вся начинка у него убрана полностью. Все, что от DJI, это вот камера. Все. Как Теперь hybrid, да? это что-то среднее между FPV, что-то среднее между дроном-разведчиком. То есть у него стала больше грузоподъемность, но также он работает в режиме стабилизации. Что вас делает, как берут много дронов, которые были украинские, может DJI, может разведка. Вообще нет разницы, как они называются. Меш, Да, как да, Франкенштейн, да? Да. Ага, понял. У нас вот, я же говорю, дроны-мутанты, грубо говоря. Ага. Поэтому вот этот вот русский Франкенштейн. Он еще немножко не доделан, но доделан он будет и полетит. И может много флагов здесь. Много флагов, ну, естественно, флаг Российской Федерации. И остальное все здесь флаги Сибири. То есть какие-то города, вот этот флаг Ханты-Мансийского автономного округа. Потому что лично я сам и несколько бойцов у нас из этого региона. Вот тот флаг, это не украинский, как многие говорят, то есть там видно, украинский флаг он перевернутый, у них синий-желтый, а это флаг города Сургута. Это мой родной город, я оттуда вот. Я сразу видел, я думал. Нет, ну леса, видите, как бы нарисовано. То есть это флаг Иркутска, это флаг Новосибирска, вот малой у нас оттуда. Вот как-то так, ну еще как бы не все есть. Если если сейчас кто дает вас несколько украинских дронов, как вас начало, что вас сделать? Что мы начинаем, когда украинский дрон попадает к нам? Да. Ну, во-первых, мы смотрим, что у него находится внутри. И опять же зависит от того, какой это дрон. Если это обычная FPV-шка, ну, мы смотрим их модификации. Какое у него управление, какое у него видео, какие там частоты у нее, насколько они там сместились, да, как они делают настройки. То есть вот это. Если получается вскрыть его, потому что, ну, бывает, что запаролено, то вскрываем. Если нет, ну, все, тогда этот, ну, там, куда не получается залезть, в мусорку ставим свое и добрый вечер обратно. Вот. Если это, допустим, мавики, ну они в принципе то же самое. Что можно восстановить, можно. Нельзя, нельзя. Что касаемо вот, ну, таких вот Баба-Яга дрона. Здесь вот, кстати, тоже много иностранного оборудования, если это тот кубик, он канадский конкретно. И то есть, ну, у них мало чего своего. То есть заграничное, прям, ну, можно сказать, на 100%. Единственное, что там может быть украинское, это, ну, какое-то местное производство вот этих вот лучей всяких. Там, движки, внутрянка, камеры и так далее. Ну, приоритетно это Китай. Все работают с Китаем. Вот, мы на них за это не обижаемся, они деньги зарабатывают. Вот что касаемо их, они, ну, переделывается начинка. Они же, ну, раньше летали на Старлинке, сейчас модель Старлинка, на которой они летали, она снята с производства. Они, то есть, теперь тоже перестанут в скором времени, пока у них есть запас, но скоро перестанут они летать. Вот. Все меняем и отправляем обратно. Что-то докупается, естественно. Телега. Ну, эта тележка, она собирается, то есть, тут можно сказать, она тоже такая полугражданская. То есть, ну, я не буду в тонкости вдаваться, что из чего, но все вот эти вот колеса и так далее, все это гражданское. Вот это вот мотор-колесо, там его можно купить там, где угодно. Можно в сборе с каким-то прибором купить, можно его и по отдельности. То есть, вот эти вот рамы мы заказываем, там наши земляки нам их делают, им спасибо огромное. Вот. Это не украинский? Это не украинский, это все полностью наша сборка. Может, с кем-то это похоже, да, там, потому что, ну, все равно, как сказать, чем выдумывать что-то новое, да, то есть, если это работает, ну, мы можем это повторить, допустим, вот как вот случай с этой рамой. Такие тележки есть не только у нас, но мы научились делать вот эти вот рамы. Все, и делаем. По внутрянке они различаются, все. И за что это? Она, ну, вообще это универсальная тележка, то есть можно подвозить продукты, там, воду, ну, бойцам, до которых не может добраться человек, то есть можно поехать на тележке привезти. Можно поставить на нее там пулемет, АГС, чтобы она поехала штурмовать.
Можно там, сделать ее для минирования, чтобы она минировала. То есть, ну, мины возила. Да, можно сделать, ну, это, конечно, дорогая тележка для камикадзе будет. То есть, вот как FPV-шка, которая прилетает, да, зарядом, ну, все уже знают. Вот. Можно сделать также и ее. Ну, просто чуть попроще ее, из более дешевых материалов. То есть, ну, вот эта вот конструкция, рама, она дорогая. Можно сделать ее там деревянную какую-нибудь, нагрузить на нее там 3-4 противотанковых мины и отправить как камикадзе только на землю уже. Но взрыв будет гораздо больше от нее. И тоже есть вопрос камикадзе. Сколько деньги один камикадзе стоит? Ну, раньше, вот допустим, вот эти вот, да, вот дроны 7 дюймов идут, ну, тут приоритетно 7 дюймов, вот 7 дюймов, этот 10-9 тут дюймов есть. Дима, Они дюймы различаются, ну, вот в основном как бы по вот, лопастям, по размеру лопасти, то есть вот и вот. То есть 7 дюймов, 10 дюймов. Не, за деньгам. Сколько... Я понял. По цене, то есть сейчас, в принципе, можно вот 7-дюймовый дрон, его можно купить уже готовый, собранный, там, ну, в порядка 35 тысяч рублей. 30-35. Ага. Эти немножко дороже. Раньше ценники были намного выше, но сейчас уже они И упали. один за 30 тысяч можно разбил танка, да? Да, вот такая игрушка, можно сказать, которую раньше развлекались там ей, вот она сейчас может сжечь танк, который стоит там десятки миллионов. Причем легко они это делают. Заряды на них тоже усовершенствуют постоянно. Ну, нам же надо, чтобы посильнее все взорвалось. И поэтому она, да, спокойно сжигает танк. И примерно сколько украинский дрон вы уже сделали против Украины? Сколько Это вы невозможно посчитать. Мы не ведем такого подсчета, это огромное количество. Вы уже сделали очень много, да? Очень много. Ну, тысяч... Ну, не десятки тысяч, ну тысячи, да. Понял. Мы обучили очень много народу, то есть специалистов, которые сейчас работают на ЛБС. Ну и также и дроны. Но по большей части, конечно, дроны они получают потом, пилоты, которых мы обучили, они получают уже от своего командования, от своих командиров прямых. У нас, то есть, ну, много вообще. На улице видели, да, тележку, которую мы танк называем, гусеничная. Вот она будет тоже заниматься минированием, она повезет 10 противотанковых мин. Вот. А также, ну, вот все, что требуется, вот, допустим, мы вот такие вот штучки, вот мы печатаем на 3D принтерах. У нас они есть тоже, там вот у нас еще одна комната. Ну, можем туда пройти, посмотреть. Там такого тоже ничего секретного нет. Вот как раз пример. Это украинский дрон «Вампир». Тоже вот агродрон наподобие Баба-Яги. Есть там некоторые отличия. Вот теперь как бы, ну вот видите, да, она наша уже. Все, мы переделали, она уже работает, летает. Вот она сделана под сброс противотанковой мины. То есть, также она можно сброс заменить на другой, и она будет сбрасывать там 3 термобара. То есть, ну, она конкретно сделана для того, чтобы сжечь позиции. По поводу минирования это вопрос. И вот остальное вот наши помощники тоже. Что это? Это 3D принтера. Ага. И что они сделали? Они печатают любые запчасти. Самолеты. Вот, допустим, вот этот самолет напечатан на одном из этих 3D принтеров. Там разные вещи абсолютно. Вот, допустим, ноги вот на этом вампире. Ну, теперь уже не вампире, я не знаю, как по-другому его назовем. Вот эти, допустим, штуки. Трубки это вот мы тоже сами покупали. И вот эти вот все крепления, это все напечатано здесь на 3D принтере. Вот они. Это запасные части, то есть при посадке пацаны будут садиться, могут ноги обломить. Вот мы им дадим с собой, они, если что, быстро и легко их поменяют. Также вот еще тоже приводится у нас в порядок. Еще один вампир, тоже скоро поедет работать. Еще одна Баба-Яга. Ну, это за бензин, да?
Это гражданский коммерческий дрон. Это не наша сборка, не вражеская, ничья. Это Китай. Вот фирма DJI. Это вот как дроны-разведчики маленькие летают. Вот, это та же самая фирма. Вот. А так мы печатаем вот еще корпуса, то есть вот, под разведку, под самолеты. Вот такие. Это 3D printer, да? Да, это все на 3D принтере. То есть вот он частями он печатается, потом мы все это склеиваем, собираем. Начинку также ставим тоже все трофейное. Их трофейные самолеты падают, ну как трофейные. Вражеский самолет упал, мы его подобрали, начинку сюда запихнули, прошили, отправили обратно. Можно сказать, и это флага. Все. Ну, это, так скажем, для верующих флаг, это имперский флаг, это опять же флаг Иркутска, он там тоже висит. То у нас товарищ есть, он оттуда, О, он у него и тут, и там. А, ну да, это тут по-английски, специальная военная операция. это что? Это трофей. Ага. Это трофейное крыло прилетело к нам, где-то его подобрали. Дартс. Дартс? Дартс. Так что вот, а вот это вот крыло, которое стоит, это тоже на 3D принтере напечатанное. Вот трубки мы уже купили, вставили как армирование, и они пойдут, вот, кстати, на те самолеты, на разведку. So, и я слышал, у вас есть другой земля дроны, который сделает против танка бомба, да? А, это который на улице стоит, гусеничный, противотанковые мины, которые возят. Ага. Да, он на улице, вот стоим, можем тоже пройти. Так, ну он немножечко он тут стоит, то есть это тоже полностью как бы, ну, вот самоходка такая, которая работает на радиоуправлении. Все у него дистанционно, абсолютно все. То есть вот сюда вот грузится у него 5 мин, вот сюда грузится 5 мин. Это ну не для того, чтобы они в кучу где-то там свалились, да, ну 10 штук это много, сразу где-то для одного места. Вот. И они где-то, вот, допустим, мне надо там заминировать дорогу в 2 местах. Вот, человек поехал, подготовил, зацепил эти мины, они между собой связаны и завязаны вот сюда, вот на сервопривод, сюда и сюда. Все, он поехал, сбросил сначала где-то 5 мин, растянул их, отцепил, уехал в другое место, сбросил еще 5 мин. Точно так же. Здесь у него камера стоит, вот у него здесь все антенны, управление, все у него дистанционно. Все это мы делаем для того, чтобы не было, знаете, как в 1941 году, когда люди сами брали мины, там, тащили, минировали все это. Зачем, если сейчас можно сделать все это на достаточно большом расстоянии? Вот этого мы и добиваемся. Но, опять же, при желании, вот на эту телегу можно, вот, что я говорил за ту, вот тоже можно вот эту вот всю базу снять, точно так же поставить сюда что угодно. Она и разминированием может заниматься, можно там лапу на нее поставить и управлять ей. Также может там оружие любое на ней стоять. Там так же, как я говорил, АГС, пулемет, там, ну, тяжелый какой-нибудь, там, гранатомет можно поставить, можно и не один поставить. Любые вообще, как бы. И это сегодня будет работа? Будет едет там работа, да? Ну, не сегодня, но да, в скором времени. Ага. Оставили ее под специальную задачу. В скором времени, да, она отправится. So I'm showing you the situation here in the secret Russian army laboratory of reconstructing and re-engineering the Ukrainian drones, throwing them back at Ukraine. A lot of information here. We're going to continue on to get as many important stories that you're not going to get in other places.
You need to get as much information from as many sources as possible and educate yourself, not be led like sheep by the Western mainstream media. Anybody that tells you they have all the information is lying. I don't have all the information. Don't just watch my reports. Get as much information as possible and educate yourself. Please like, share, subscribe, comment below what else you want to see and how I'm doing and what you think of this report. You can click this link on the screen and support our work. Totally independent crowdfunded journalists. We're only able to do this with support of viewers like you. And also hit that subscribe button and a link for Substack because there's so much more information comes out there. I write full articles there, other videos behind the scenes and much, much more. And that's where you're going to get most of the information, so make sure you subscribe there. We've got a lot to come. We're out.